Щенок не мог вдохнуть воздух, вокруг была вода и полная темнота. Малыш инстинктивно начал перебирать лапами, и его понесло куда-то вверх. Мгновение, и маленькая мордочка выныривает из мутной воды, хватая воздух, а затем снова погружается в страшную бездну. Но этот щенок был не из тех, кто сдается. Он снова и снова греб лапками, чтобы сделать очередной глоток воздуха. Песик не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он оказался в этом кошмаре. Просто работал лапами. Грудь болела от нехватки воздуха, мышцы сводило судорогой. Страх пытался сковать все движения, но инстинкт подсказывал, что останавливаться нельзя. Поэтому лапы продолжали грести. Он не помнил, как здесь оказался, заснул рядом с мамой, а проснулся от скулёжа сестер и братьев. Щенков схватили чьи-то руки и закинули в большой мешок, потом его завязали и куда-то кинули. Щенок больно ударился, на его ухо наступила сестра, а хвост отдавил брат. Малышам было страшно, шумно, ничего не видно. Поверхность под лапами какое-то время дрожала. Жутко воняло бензином и резиной. А потом тряска и шум закончились. В нос ударил запах свежего воздуха, и послышался шум воды. Горловину мешка развязали, и щенок куда-то полетел. Затем была вода. Темная, страшная и холодная. Внезапно малыша резко дернули за шкирку. Он перебирал лапами в воздухе и жадно глотал воздух. Его повертели в разные стороны, а потом грубый мужской голос сказал: «Да не крыса это, а ты заладил. Я просто слышал, что бывают речные крысы, которые возле берега живут», — оправдывался другой мужчина. Щенок поморгал и сфокусировал взгляд на двух мужчинах перед ним. Один из них все еще держал животное за шкирку на уровне глаз, поэтому щенку было удобно разглядывать лица. Так те крысы плавать умеют, а это что? Щенок какой-то, совсем маленький, и сил уже нет, чтобы на плаву удержаться, сказал полный круглолицый обладатель грубого голоса. Бедный, упал, наверное, покачал головой второй мужчина. Его тембр больше понравился щенку, да и внешний человек выглядел приятнее своего собеседника. «Ага, упал, как же!» — хохотнул здоровяк. В эту реку постоянно котята и щенки случайно попадают, особенно в конце весны и начале лета. Поэтому тут столько раков водится. В смысле? Не понял собеседник. Их сюда со всех окрестностей свозят. Там, чуть выше по течению, мост есть. Вот с него и падают все неугодные человеку животные. Наконец щенка поставили на землю. Здоровяк развернулся и пошел куда-то сквозь высокий камыш. Рядом неуверенно топтался второй мужчина. «Ты куда?» — спросил он. «Удочки проверить. Вдруг там уже сом клюнул. А с щенком что? Так я его вытащил. Что еще?» — возмутился напарник. «Дальше пусть сам крутится. А если жалко собачонка, тогда забирай себе». Щенок сидел на мокром берегу, дрожа всем своим маленьким телом. Малыш никак не мог отдышаться. Еще в воде он сильно замерз, а теперь легкий ветерок пронизывал его до костей. Животное оглушительно чихнуло и тихонько заскулило. Было очень страшно. Песик оказался один непонятно где. Вокруг все было незнакомое. Шумел высокий камыш. Журчала вода в реке. Пахло непонятно. Никаких знакомых ароматов. Братьев и сестер тоже не было рядом. Внезапно к щенку придвинулись две ноги. Затем их обладатель сел на корточки перед животным. Малыш задрал мордочку и посмотрел на человека. «Выбросили тебя, да. Но не бойся, я тебя здесь не оставлю». Мужчина говорил спокойным, уверенным голосом. От этого щенок действительно стал немного меньше бояться. Он потянулся к человеку и тут же получил поглаживание по голове. «Хороший мальчик», — продолжал мужчина. «Пойдешь ко мне жить. Меня Леня зовут. Возьму тебя домой и будешь дочку развлекать. Кормить тебя буду, выгуливать и на рыбалку с собой брать. Согласен?»
Животное не понимало, что там рассказывает человек, но весь вид двуногого словно говорил о надежности и обещал уют. Маленький хвостик шевельнулся раз, другой, а затем заходил ходуном в бешеном ритме. Щенок обнюхал гладившую его ладонь. Пальцы пахли чем-то вкусным, поэтому малыш тут же принялся вылизывать их своим маленьким горячим язычком. Мужчина засмеялся, подхватил животное на руки и понес куда-то сквозь высокий камыш. Вскоре песик увидел небольшую поляну с выходом к реке. Там стояли два кресла, лежала целая куча длинных палок. Чуть дальше весело трещал костер, на котором булькал котелок, а вокруг стояли сумки. Щенка снова поставили на землю, и он тут же стал обнюхивать все вокруг. Первым делом малыш сунулся к костру, от которого вкусно пахло едой. Но красивый яркий огонек под котелком оказался кусачим. Щенку горячей волной воздуха ошпарило нос. Животное взвизгнуло и отскочило подальше. Малыш тщательно обнюхал все сумки. Половину вещей он выделил как хорошие, потому что от них пахло новым знакомым. Остальные вещи имели аромат здоровяка и не нравились найденышу. Такую же процедуру прошли кресла и палки. Определив свою половину, животное уселось около Лёни и деловито стало чесать за ухом. Из камышей раздался треск. На поляне показался здоровяк с еще одной длинной палкой в руках. Щенок так и застыл с поднятой лапой. Он неуверенно тявкнул и покосился на Леонида. Тот только рассмеялся и почесал малыша за ушком. «А у нас охранник появился», — хохотнул здоровяк. Решил все-таки забрать мелкого. Ну не оставлять же его здесь. Кроме того, я давно хотел собачку завести. Да разве это собака? Презрительно хмыкнул собеседник. Надо, чтобы порода была, а тут какой-то бродячий. Щенок не понял, что его обидели, но ему не понравилось выражение лица мужчины, поэтому он зарычал, поближе передвигаясь к своему человеку. Мужчины на это только рассмеялись и решили, что от пса может быть толк. На берегу реки сидели они долго. Люди дергали на себя длинные палки, а потом снова кидали их в воду. Иногда на берег, как по волшебству, вылетала рыба. Тогда мужчины очень радовались и куда-то ее прятали. Раздавался громкий плеск, после чего палки снова кидали в воду. Щенок, как и все дети, был очень любопытным. Он решил узнать, куда девается рыба. Но увидел только деревянный колышек с привязанной веревкой, уходящий в реку. К воде малыш старался не приближаться. Уж слишком она его пугала, поэтому загадка осталась неразгаданной. Животное сидело и старательно всматривалось в то место, где исчезала веревка. Это заметил Лёня и догадался, что интересует его нового питомца. Мужчина устроил щенку небольшой урок. Он вытащил садок с рыбой и объяснил, что туда складывается улов. Назвал палки удочками, продемонстрировал вонючую приманку и извивающихся червяков. Его друг от души потешался над этими занятиями. Он не понимал, зачем объяснять что-то животному. Но смех тут же оборвался, когда Лёня попросил питомца подать пакет с приманкой. Щенок яростно подбежал к нужному кульку, схватил его зубами и отдал человеку. Рыбаки пробыли на берегу целые сутки. За это время маленький исследователь успел облаять лягушек, испугаться крысы и до отвала наесться вкусной каши с тушенкой. Щенок спал под боком у своего нового хозяина, охотился на стрекоз и занимался еще кучей дел, безусловно полезных с точки зрения собаки и нелепых по мнению человека. Наконец, мужчины начали собираться домой. Длинные удочки волшебным образом превращались в короткие палки. Рыба из сетки в воде перекладывалась в пакеты, вещи паковались в багажник автомобиля. Вскоре на поляне, кроме примятой травы и углей от костра, не осталось и следа от пребывания людей. Щенка торжественно посадили на заднее сиденье машины. Малышу было страшновато, в новом месте, с разными незнакомыми запахами. Но рядом был его человек, и это успокаивало. Автомобиль забурчал двигателем,
дернулся и тронулся в путь. Щенку в окно было видно только верхушки деревьев, голубое небо и редкие пушистые облачка. Такой пейзаж навевал скуку, а мерная качка и шум заставляли глаза слепаться. Малыш провалился в сон и очнулся только от громкого голоса здоровяка. Тот уже вытаскивал свои вещи из багажника, а Леонид активно помогал другу. Щенок увидел в окно высокий дом с множеством окон, но как следует ничего рассмотреть не успел. Хозяин захлопнул багажник, пожал руку другу и вновь занял водительское сиденье. «Сейчас поедем домой», — сказал мужчина, когда увидел, что животное не спит. «Уверен, тебе там понравится». Машина снова тронулась, но на этот раз наблюдать в окно было интереснее. Мелькали дома, другие машины и пешеходы. Все вокруг наполнялось знакомыми звуками города, отчего малышу внезапно стало спокойнее. Вскоре автомобиль свернул с оживленной улицы в тихий двор и остановился. Леня взял щенка на руки, захлопнул двери и вошел в подъезд. Он подошел к одной из дверей и нажал на кнопку дверного звонка. Мужчина нервничал, переступая порог, и эта нервозность передалась животному. Дверь открыла невысокая женщина. Она улыбалась, но как только взгляд наткнулся на щенка, улыбка сползла с ее лица. Не успела женщина ничего сказать, как вихрем пролетела и врезалась в ноги Лени девочка лет 7. Ребенок, заметив животное, запищал от радости. Девчушка подхватила собачонку на руки, закружила в танце, а потом быстро унесла в свою комнату. Малыш слышал, как в коридоре женщина что-то недовольно выговаривала хозяину. Но псу было сейчас не до них. Девочка затискала беднягу, а потом усадила на кровать и стала показывать свои игрушки. К куклам щенок остался равнодушным, а вот мягкие игрушки его заинтересовали. Особенно опасным показался медвежонок. Поэтому песик тут же впился в подозрительного зверя своими маленькими клыками и зарычал. Вскоре в комнату вошли взрослые. Они уже не хмурились и не нервничали, отчего щенок тут же счастливо залаял. Леонид рассказал жене с дочерью, как нашел малыша на рыбалке. «Да, он счастливчик», — хмыкнула женщина. «Точно, давайте так его и назовем. Лаки». Радостно хлопнула в ладоши дочка. Песик решил поддержать веселье, принялся подпрыгивать, быстро вилять хвостом и заливисто лаять. Так у щенка появилось позывное, любящая семья и даже персональная игрушка для сна. Животное быстро усвоило правила нового дома. Пес оказался очень умным и смекалистым. Он схватывал на лету любую игру, научился приносить палку, сидеть, лежать и идти рядом с хозяином. Хотя животное старалось слушаться любого члена семьи, беспрекословным авторитетом оставался Леня. Ради похвалы хозяина щенок готов был на все, поэтому с удовольствием таскал тапки в зубах, подавал инструменты, когда его человек что-то чинил, и ревностно охранял квартиру от чужих людей. Время шло быстро, и щенок из милого маленького комочка шерсти превращался в большого рослого пса. Еды животное съедало больше, чем вся семья вместе взятая, но покладистый характер и веселый нрав перекрывал все проблемы в содержании. Лаки стал высотой уже догонять свою маленькую хозяйку. При этом он все так же спал с плюшевым мишкой, что выглядело очень уморительно. Зато пес не грыз обувь, мебель или другие вещи в доме, даже во время прорезывания клыков. Что Лаки очень любил, так это прогулки. Он согласен был идти на улицу в любое время суток и при какой угодно погоде. Хозяева пытались как можно дольше выгуливать питомца, но городской ритм диктовал свои правила. Часто у взрослых не оставалось времени и сил, чтобы поиграть с псом. Из-за этого Лаки обожал рыбалку. Когда Леня начинал доставать удочки, пес заливался счастливым лаем. Он крутился под ногами, облизывал руки и ноги хозяина, подавал зубами нужные коробочки и пакетики. Лаки знал, что следующие сутки он проведет на улице и был в полном восторге от этого. Хозяин всегда ездил с ночевкой, то сам, то с друзьями,
но неизменно брал с собой питомца. Большой и сильный Лаки охотно подавал по первой просьбе любую рыбацкую амуницию и мог различить по названию несколько удочек хозяина. Пес радостно носился по берегу реки или озера, практически не останавливаясь. И только одно омрачало Лаки — это вода. При всей своей любви к рыбалке собака никогда не подходила близко к водной глади. Травма детства переросла в целую фобию. Лаки любил купаться в душе, мог запрыгнуть в подготовленную для хозяйки ванну и не обходил стороной ни одну лужу. Но как только видел реку, озеро или пруд, сразу прятался за Леню. Человек сначала с пониманием отнесся к фобии питомца. Долгое время мужчина оберегал щенка от встречи с самым большим страхом. Даже пару раз не брал животное с собой. Но оставленный Лаки устраивал такой концерт с громким лаем и завыванием, что Леонид быстро отказался от идеи щадить детскую психику. Чем старше становился пес, тем страннее выглядела его нелюбовь к воде. Друзья, знакомые, ветеринары и специалисты из интернета в один голос твердили, что нужно активно бороться с этой фобией. Все наперебой утверждали, что собаке нужно один единственный раз оказаться в воде, и от страха не останется и следа. Инстинкт возьмет вверх, животное само поплывет, а потом придется силой выгонять его из реки. Леня решил последовать советам, но просто бросить Лаки в воду у него рука не поднималась. Да и питомец подрос и потолстел, отчего поднять его стало проблематично. Тогда хозяин выбрал более мягкие способы. Мужчина брызгал в любопытную морду пса водой из реки, подзывал поближе, уговаривал намочить лапы, но все было тщетно. Лаки ни в какую не соглашался подойти близко к водоему. Один из друзей предложил инсценировать утопление. Он сказал, что собаки всегда бросаются на помощь своему хозяину. Лене была неприятна мысль об обмане, поэтому он отказался. Пес всегда слепо доверял своему человеку, и было бы нечестно так с ним поступать. Но однажды, когда никакие ухищрения не помогали, Леня вспомнил совет друга. Был разгар лета. Мужчина, под заинтересованным взглядом питомца, разделся и поплыл на противоположный берег. Когда он достиг середины водоема, сзади послышался жалобный скулёж. Леня развернулся и увидел печальную картину. Лаки сидел на берегу, все так же не приближаясь к воде. На его морде застыло выражение безысходности, голова поникла. Пес скулил, то и дело срываясь в горе, плакал. Сердце мужчины не выдержало такого издевательства над животным. Он решил не доводить эксперимент до конца и поплыл назад. Как только человек вышел на берег, как был атакован радостным питомцем, Лаки подпрыгивал, облизывал хозяина и так задорно вертел хвостом, что было странно, как тот еще не отвалился. На этом Леня решил завершить свои попытки. Но не плавает его пес в реках и озерах. И что? Некоторые собаки даже не ходят самостоятельно, все на руках сидят. Главное, что Лаки был счастлив. И это действительно работало, пока один из друзей Лени не купил лодку. Мужчины решили освоить новый вид рыбной ловли. Лодкой можно было отплыть подальше от берега, найти самые рыбные места и получить крупный улов. Рыбаки активно стали тестировать свое приобретение. Сначала они проводили по паре часов на воде, потом стали увеличивать время заплывов. Даже в ночь выходили. Люди ликовали. Им удавалось поймать больше рыбы, которая была гораздо крупнее, чем та, что клевала с берега. Лаки же откровенно страдал. Он с самого начала не взлюбил странную надувную конструкцию. От лодки пахло неприятно, а она выглядела угрожающе, и вообще все это было крайне подозрительно. Пес не доверял конструкции, которая качалась на волнах. К лодке Лаки подходил только на берегу. Как только ее спускали на воду, пес срочно находил множество дел в соседних камышах. Заманить животное в лодку не получилось, и Леонид быстро забросил эту идею. Он наслаждался рыбалкой, ни о чем не думая. А Лаки тем временем умирал от страха за хозяина. На этот раз он не выл и не скулил.
Как только лодка отчаливала от берега, пес садился на ближайшие возвышенности и внимательно следил за Леней. Пес сопровождал лодку по берегу, неотрывно следил за людьми в ней и нервно подергивал ушами. Хотя раз за разом мужчина благополучно возвращался на берег, пес все равно не доверял этой лодке. И однажды это оказалось оправдано. Эта рыбалка была незапланированной. Лене позвонил друг и предложил поехать куда-то далеко, на новое место, где водятся рыбины размером с корову. Что еще нужно заядлому рыбаку, как не обещание богатого улова? Естественно, мужчина согласился, и уже через час они с Лаки загружали машину. Ехать пришлось долго, по ухабистому бездорожью. От постоянной тряски пес то ударялся головой о потолок, то вылетал на приборную панель. В конце концов, пес просто лег, растянувшись на заднем сиденье. Пришлось отказаться от наблюдения за окружающим пейзажем ради комфорта. Животному поездка уже не нравилась. Наконец машина остановилась. Лаки выскочил в приоткрытую дверь и бросился осматривать местность. На первый взгляд все было как обычно. Высокая трава с деревьями, за которыми пахло рекой, небольшая поляна, где остановились машины, и кривая дорога сквозь луга, откуда они приехали. Лаки даже немного повеселел. А потом они с хозяином вышли на берег, и настроение опять стремительно испортилось. Пес смотрел на воду, и его начинало потряхивать от страха. Эта река отличалась от обычных мест ловли. Русло в этом месте было широкое, а течение очень быстрое. Лаки смотрел на бурлящую воду, и его сковывал ужас родом из детства. Воспоминание о том, как стремительный поток уносит его, не давая глотнуть воздуха, вновь захватил его с головой. Хозяин весело переговаривался с другом, готовил снасти, надувал лодку, а Лаки все так и стоял, уставившись на реку. Леонид попробовал растормошить питомца, но тот вяло реагировал. Тогда мужчина подумал, что псу просто нужно время, чтобы привыкнуть. Оставив собаку в покое, хозяин снова занялся своими делами. Вскоре лодка была надута. Удочки разобраны, а наживка ждала своего часа. Мужчины подтолкнули лодку к воде, намереваясь выплыть на середину реки. Внезапно Лаки кинулся на перерез. Он громко гавкал, крутился на месте, хватал хозяина за одежду и тянул назад. Леня удивился странному поведению животного. Еще ни разу пес не высказывал так своей нервозности. Кроме того, он был очень воспитанным и не позволял себе использовать зубы на хозяйской одежде. Друг торопил спуститься на воду. Ему не терпелось опробовать новое место, поэтому мужчина призывал угомонить собаку и плыть. Леня постарался успокоить Лаки. Хозяин погладил пса, заверил, что все будет хорошо, и приказал сидеть. Питомец послушался. Мужчины спустили лодку на воду и поплыли прочь от берега. Пес тихонько заскулил, но не двинулся с места, выполняя приказ хозяина. Он внимательно наблюдал за надувной посудиной, которая несла его хозяина все дальше от берега. Бурное течение подхватило лодку и погнало к небольшому островку на середине реки. Каким-то образом мужчины сумели там остановиться и разложили удочки. Они спокойно сидели, ожидая поклевки, а Лаки все больше нервничал. Добирались на новое место ловли долго, поэтому до заката у рыбаков оставалось всего пара часов. Мужчины решили сначала попробовать ловлю, а уже после наступления темноты разбивать лагерь. Свои плюсы в этом решении были, так как клевало просто замечательно. Рыбаки настолько вошли в азарт, что не заметили, как солнце начало заходить. Когда горизонт окрасился в ярко-красный цвет, Леня предложил сворачиваться. В незнакомом месте по темноте добраться до нужного берега было практически невозможно. Мужчины стали собирать снасти. Одна из удочек застряла в камышах. Обрезать леску рыбаки не захотели. Слишком много денег потратили на это удилище и снасть. На то, чтобы осторожно распутать зацеп, ушло много времени. Когда все было готово, на небе уже начали появляться первые звезды.
Казалось, прошло всего мгновение, и наступила темнота. Света от звезд не хватало, чтобы рассеять мрак. Налобные фонарики не доставали до берега. Мужчины немного запаниковали, но потом в голову Леонида пришла гениальная мысль. Он позвал Лаки, и тот громко залаял. Мужчины порадовались, что взяли пса с собой. Они быстро погребли в направлении лая. Однако вскоре рыбаки поняли, что плывут не в ту сторону. Звук крутился и отскакивал от воды. Мужчины запутались и стали грести активнее. Леня старательно светил фонарем вперед. Внезапно ему показалось, что свет выхватил клочок берега. Мужчина подался вперед, чтобы рассмотреть внимательнее. Рука соскользнула с бортика лодки. Мужчина удивленно вскрикнул, тело перевесило, и он погрузился в воду. Леонид судорожно дергал руками и ногами в темной толще реки. Вокруг царил мрак. Понять, где верх и низ, было практически невозможно. Воздух в легких стремительно заканчивался. На секунду человек в нерешительности замер. Это неожиданно помогло. Мужчину стало тянуть на дно, и он, что есть силы, поплыл в противоположную сторону. Когда голова человека показалась над поверхностью воды, легкие обожгло огнем. Утопающий жадно глотнул воздуха и снова погрузился в воду. На этот раз он понимал, куда нужно плыть, поэтому быстро заработал руками и ногами. Мужчина как никогда был рад, что умел хотя бы немного держаться на плаву. Когда-то в детстве отец заставлял Леню учиться плавать. Тогда от мальчика отстали сразу же после успешного преодоления пары метров в озере. Маленький Леня возненавидел плавание и больше никогда особо не тренировался. Давние уроки позволили не пойти ко дну, но на преодоление широкой плоскости воды с быстрым течением его сил не могло хватить. Мужчина отплевался от воды и посмотрел по сторонам. Где-то вдалеке виднелся фонарик и слышался крик его друга. Свой фонарь мужчина уже утопил в реке. Человек попытался позвать на помощь, но вместо крика выходило тихое шипение. О том, чтобы доплыть до лодки, не было и речи. Слишком большое расстояние. Леонид попал прямо в центр сильного течения, и поток стремительно нес его вдаль. Мужчина пытался удержать голову на поверхности и даже не пробовал побороть силу стихии. Вскоре голос друга уже был не слышен. Рыбак проклинал идею с лодкой, новое место и рыбалку в целом. Он не хотел погибать так глупо, но, похоже, спасти ему жизнь в такой глуши не сможет никто. Внезапно сзади раздался плеск. Сначала тихий, а потом все громче, как будто кто-то плыл за ним. Леня с надеждой обернулся, всматриваясь в темноту. Он надеялся увидеть лодку друга и свет фонарика, но вместо этого заметил знакомую и любимую морду. «Лаки!» — прохрипел Леня. Пес на это только усерднее заработал лапами. Он подплыл вплотную к хозяину, схватил зубами его за шиворот. Лаки пытался тянуть человека за собой. Хотя в воде перемещать тяжести было легче, псу практически не удавалось вытолкнуть мужчину за пределы течения. Леонид от удивления даже перестал двигаться. Он засомневался, не галлюцинация ли это. Его Лаки до ужаса боялся воды. Он бы ни за что в жизни не залез в реку. Но острые зубы держались за шиворот, а горячее дыхание обжигали затылок. Внезапно до Лени дошло, что сам Лаки не справится. И если они хотят выбраться, то нужно действовать сообща. Мужчина напряг мозг, пытаясь вспомнить все, чему его учили на уроках плавания. За давностью лет получалось плохо, но он не сдавался. Леня начал грести руками и ногами, чтобы хоть как-то облегчить задачу своему псу. Дополнительные силы собаки очень пригодились. Совместными усилиями у них получилось немного сдвинуться в сторону. Тут под руку Лени попал камыш, и он ухватился за него. Теперь Лаки задавал направление и подталкивал хозяина, а тот, разрезая руки об острые края камыша, продвигался вперед. У Лени болело все тело. Он жутко устал, но не имел права подвести своего питомца.
И если уж Лаки пересилил себя ради помощи, то мужчина тем более должен сделать все возможное, чтобы выбраться. Казалось, все это тянулось в вечность. Внезапно под ногой появилось что-то твердое. Хозяин пса сделал шаг, другой, и начал выходить на берег. Адреналин стремительно покидал тело, и сил хватило добраться до мелководья. Потом мужчина рухнул на спину. Голова лежала на берегу, а ноги еще болтыхались в воде. Но все это уже было неважно. Облегчение накрывало волнами. Живой. Дышит. Все хорошо. Рядом кто-то протопал, а потом горячий язык облизал лицо. Леня беззвучно рассмеялся. Он хотел поднять руку, чтобы обнять своего пса, но тело не слушалось. Животное ворчало, облизывая хозяина и заглядывая ему в лицо. Он не мог понять, почему человек не встает. Пес снова взял Леню за шиворот и с большим трудом попытался вытащить на берег. Одетого в мокрую одежду мужчину было очень тяжело перемещать по траве, даже несмотря на внушительные размеры собаки. Спустя какое-то время псу удалось немного дальше вытянуть хозяина на твердую почву. Лаки поводил носом из стороны в сторону, тряхнув головой. Он что-то проворчал, глядя в глаза Лени, и убежал в темноту. Мужчина хотел окликнуть пса, протянуть за ним руку, но у него ничего не получилось. Леня лежал обессиленный неизвестно где. С Лаки он чувствовал себя уверенно. Теперь, когда пес исчез, накатило одиночество и безысходность. Снова появились мысли, что он не выживет, погибнет от переохлаждения или дикие звери задерут, в голове уже мелькали кровавые картинки пиршества хищников. Леонид не знал, сколько времени прошло в этих разрушительных мыслях. В отдалении раздался знакомый лай, постепенно звук приближался, а с ним стал появляться свет. На берег выскочил Лаки, а за ним люди с фонарями. Они окружили пострадавшего, подхватили под руки и куда-то поволокли. Рядом бежал верный пес. Внезапно сознание стало оставлять мужчину. Он провалился в густую темноту. Когда мужчина очнулся, то обнаружил себя в незнакомом помещении. Белые простыни и характерный запах навевал мысли о больнице. Леня попытался пошевелиться и обнаружил, что это ему удается, хотя и с трудом. Горло хрипело, болело и не выдавало нужных звуков. Пришлось мирно лежать, глядя в потолок и думать о том, как он здесь оказался. Когда в палату вошла медсестра, мужчина чуть не прослезился от радости. Очень хотелось увидеть живого человека. После того, как его осмотрели, напоили и расспросили о самочувствии, пришла полиция. Правоохранители хотели установить личность и пообещали связаться с семьей. А потом рассказали историю его появления в больнице. Поздно вечером в одном из поселков возле крайних домов появился пес. Он громко лаял и выл, пугая всех местных собак. Когда хозяевам домов это надоело, они вышли лично прогнать нарушителя спокойствия. Как только пес увидел людей, он тут же замолчал. Он подбегал к незнакомцам, а потом отходил на несколько шагов и оглядывался. Один из мужчин предположил, что пес зовет за собой. Несколько соседей вооружилось фонарями и решили проверить догадку. Пес привел небольшой отряд к реке, где на берегу лежал мокрый Леня. Пес подскочил к хозяину, стал облизывать его лицо и поскуливать. Сельчане быстро подхватили мужчину и понесли к дому. Леонид почти сразу отключился. Люди вызвали скорую и передали его в руки подъехавших из города медработников. После того, как его доставили в больницу, прошли сутки. У мужчины было сильное переохлаждение. На вопросы о Лаке полиция и медики ответить не смогли. Посоветовали расспросить жителей поселка, которые вызывали скорую. Леня попытался это сделать в тот же час, но врачи не пустили его. На следующий день приехали жена с дочерью. Они плакали от счастья, что их кормилец жив. Его друг-рыбак в панике позвонил поздно ночью. Он так и не смог найти товарища в воде и думал, что тот утонул. Поэтому звонок из полиции
из отдаленного городка стал неожиданностью. Близкие уже не думали, что смогут увидеть Леньку живым. Мужчина рассказал о подвиге Лаки. На семейном совете было решено, пока отец поправляется после пережитого, отправиться на поиски пса. Жена взяла у полиции адрес мужчины, нашедшего Леню. Однако, когда они с дочерью приехали на место, Лаки там не было. Местный житель рассказал, что пытался поймать хвостатого. Он думал посадить его в вольер до выздоровления и возвращения хозяина, но не получилось. Скорая о животном даже слушать не стала, а заставлять его бежать за машиной было жестоко. Но Лаки решил все по-своему. Увернувшись от рук мужчины, пес помчался куда-то в темноту. Он не преследовал скорую помощь, поэтому местный житель подумал, что животное просто спряталось. В надежде найти пса утром, мужчина ушел в дом. Но ни утром, ни на следующий день никаких известий о Лаки не было. След пса пропал. Никто в поселке его не видел. Домой он не возвращался. В городе, где находился Леня, животное тоже не появлялось. Семья отчаялась увидеть своего любимца. Как только Леонид окреп, он снова отправился на поиски. Еще раз поговорил с жителями поселка, где его нашли. Обклеил объявлениями о пропаже животного все окрестные города и поселки. Разместил информацию о Лаке в различных социальных сетях, но все было безуспешно. Пес пропал бесследно. На самом же деле, когда его не пустили в скорую и отогнали от колес, Лаки выбежал на трассу и поспешил в том направлении, куда скрылся автомобиль скорой помощи. Пес быстро бежал, ведомый своим носом и внутренним компасом, настроенным на хозяина. Лаки был готов преодолеть любое расстояние. Но усталость обрушилась внезапно и сковала все тело разом. Через несколько минут бодрый бег сменился медленным шагом. Лаки упорно шел вперед, немного пошатываясь и тяжело дыша. Лаки знал, что здесь ездят машины, и про то, что с их пути нужно быстрее убежать, тоже знал. Мозг дал команду свернуть, но обессилевшее тело не смогло сделать это быстро. Лаки показалось, что он стремительно отпрыгнул в сторону. По крайней мере, он так хотел. Переутомленное тело не среагировало должным образом. Вместо изящного прыжка на обочину получился маленький шаг в сторону. Завизжали покрышки, запахло расплавленной резиной, а потом был удар, короткий полет и падение. Только оказавшись на асфальте, пес ощутил боль. Она растекалась по каждой клеточке, забирала сознание и заставляла отчаянно выть. Перед глазами все поплыло. В ушах стоял странный гул, а нос не хотел работать как надо. Лаки чувствовал запах дома. Слышал смех маленькой хозяйки и словно был не здесь. Двери авто открылись, оттуда вышли мужчина и женщина. Что за тупой пес? Не мог отойти. Зло плюнул водитель, надеясь, вмятину не оставил. «Смотри, на нем и ошейник», — указала пассажирка. «И выглядит он как породистый. Давай быстро свалим отсюда, а то еще хозяин нам предъявит претензии». Люди быстро сели в машину и скрылись с места происшествия. Лаки остался один. В голове билась только одна мысль. Он подвел хозяина. Леня ждет его где-то там, а он прийти не может. Дорогу снова осветили фары. Лаки судорожно шевельнул лапой, то ли в надежде убежать с пути, то ли прикрыться от света. Этого движения хватило, чтобы в машине заметили, что животное еще дышит. Авто остановилось рядом с Лаки. Оттуда снова вышли двое, но на этот раз диалог отличался. Женский голос причитал, а мужской успокаивал. Потом пса подняли и положили в машину. В дороге Лаки отключился. Очнулся уже в незнакомом помещении, где резко пахло лекарствами. Ветеринар осмотрел его и разрешил забирать. Неизвестный мужчина с женщиной снова погрузили пса в машину и увезли к себе домой. Пес очень хотел найти хозяина, но сил не было даже для того, чтобы встать. Рядом постоянно были новые знакомые. Они кормили, поили, гладили пса,
А еще постоянно кололи уколы и давали таблетки, отчего Лаки ворчал и рычал на спасителей. Дни шли. Животному постепенно становилось лучше. Сначала получалось только вставать, потом медленно ходить. Наконец Лаки стал уверенно передвигаться и тут же попытался сбежать к Леониду. Но вокруг дома, где он жил, была высокая стена, и наружу пса не выпускали. Когда животное поняло тщетность своих попыток вернуться домой, оно загрустило. Подолгу смотрело в окно, лежало у двери. Люди, которые спасли пса, не могли смотреть на страдания подопечного. Они решили найти хозяина собаки. Довольно скоро оказалось, что никто не терял похожего питомца в их городе и окрестных населенных пунктах. Пришлось расширить область поиска на несколько сотен километров. Прошло больше 2 месяцев после возвращения Лёни из больницы. Вся семья тосковала по Лаки, но никаких известий о нем не было. В один из вечеров друг сбросил мужчине ссылку на чей-то пост в соцсети. Лёня не был любителем зависнуть за пересмотром картинок, но решил посмотреть публикацию. Как только страница загрузилась, мужчина подпрыгнул от радости. На фотографии был его Лаки. Лёня тут же связался с теми людьми, у которых находился пес. Они рассказали историю встречи с животным. Оказалось, что Лаки находится очень далеко от дома. Лёня сейчас же обрадовал семью и поехал забирать своего любимого питомца. Встреча оказалась очень бурной. Лаки радостно лаял и пытался облизать своего хозяина с ног до головы, а Лёня смеялся и плакал от счастья. Он уже не ожидал увидеться со своим любимцем снова. Лаки полностью оправдал свое имя. Спас своего человека и дважды выжил там, где другой пес бы не смог. Лёня же усвоил урок. Добро всегда возвращается большим добром. Когда-то он вытащил из воды щенка. Через несколько лет подросший щенок не дал утонуть ему самому. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.